Приветствую всех садоводов-любителей, а также подписчиков моего канала в моем саду. Сегодня 20 марта, и сегодня у нас очень интересное видео, которое я давно хотел снять, но никак не решался, можно так сказать. Это обрезка клоновидных яблонь. Изучил много литературы, посмотрел много видео для того, чтобы снять правильный ролик, как для себя, так и для вас. Поэтому сегодня у нас на повестке дня обрезка клоновидных яблонь. Всего в моем саду растет 14 клоновидных яблонь, из них 6 трехлеток. И именно обрезкой клоновидных яблонь трехлеток мы займемся в первую очередь. Итак, вот наша первая клоновидная яблоня. Это трехлетка. В прошлом году она дала очень даже неплохой урожай. Видео вы можете посмотреть у меня на канале. Классический вариант колонны увидите. Особое внимание при формировке клоновидных яблонь обращаем на верхушечную почку. Она должна быть не нарушена. Вот как в этом случае. Клоновидная яблоня формируется как колонна, то есть плоды у нее располагаются на стволе. Вот плодушки вы видите, там будут яблоки. Итак, приступаем к обрезке нашей клоновидной яблони. Ну, как мы видим, здесь небольшое загущение, которое необходимо убрать. Вот у нас еще одна самая большая веточка осталась. Я принимаю решение избавиться от нее полностью на кольцо для придания клоновидной яблони классического вида колонны. И теперь наша клоновидная яблоня приняла следующий вид после довольно-таки серьезной обрезки. Каких целей мы достигаем процессом правильной обрезки? Ну, во-первых, у нас предотвращается загущение ствола, и, во-вторых, вся энергия дерева уходит не на рост боковых веток, ненужных нам, на которых нету плодовых образований и плодов, соответственно, а именно на ствол, где как раз у нас есть плодовое образование, и в будущем у нас появятся яблоки. Так, наша очередная клоновидная яблоня трехлетка. Теперь смотрим по веточкам, которые нам надо обрезать. Вот эта ветка отходит под острым углом. Ее мы обрезаем на кольцо. А вот эту вторую ветку мы можем оставить и обрезать ее на 2 или 5 почек. Так, вот еще одна веточка. Ее тоже мы обрезаем.
Так, вот еще одна у нас клоновидная яблоня трехлетка. Ну, как видите, вот эта ветка растет под острым углом, ее мы должны обрезать. Ну и желательно на кольцо, потому что иначе вот эта ветка будет мешать основному стволу и затенять наш будущий урожай, который будет на стволе. Вообще-то ее давно надо было обрезать, еще в прошлом году, но, к сожалению, вот приходится сейчас. Вырезаем, как сказал, на кольцо. Веточки мы избавляться полностью не будем, потому что у нас здесь плодообразование, видите. Поэтому просто ее обрежем, ну еще на 2 почки. Итак, наша яблоня приняла следующий вид. Это у нас яблоня посажена была в прошлом году. Ну, видите, здесь вообще ничего не надо обрезать. Верхушечная почка не нарушена. Так, очередная у нас клоновидная яблоня. Также посажена в прошлом году. Также верхушечная почка не нарушена. Вот эту ветку нам придется обрезать. Еще одна клоновидная яблоня, посаженная в прошлом году. Видите, какая хорошая верхушечная почка не нарушенная. Идеальный вариант колонны, как вы видите. Ну и формируются уже подушки. Здесь нам ничего обрезать не надо. Очередная колонна трехлетка. Также видите, идеальный вариант колонны с неповрежденной верхушечной почкой. Самое главное. На этой яблоне 2 веточки. Вот раз. Вот 2. От этой нам придется избавиться, потому что она растет под острым углом и будет затенять наш ствол и будущий урожай. Поэтому вырезаем на кольцо. Это клоновидная яблоня сорт Семеренко, посажена в прошлом году. Идеальный вариант колонны. Пока никаких проблем с ней нет. Верхушечная почка, как видите, не нарушена. Трехлетка, и здесь придется нам поработать.
Очень много веток. И далеко не все они нужны этой ковновидной яблоне. Ну и немножко у нас на верхушке скопление веточек. Там тоже придется разобраться. Ну вот смотрите, какая ситуация. Верхушечную почку я сохранил. Вот она идет, она самая верхняя, она целая. Но следом за ней вы видите, сколько веток, которые очень будут мешать, и тем более они отходят под очень острым углом. И в дальнейшем, конечно, существенно помешают росту нашего дерева и росту плодов вот на этой ветке. Поэтому мы должны избавиться от них. Мы обрежем их на 2 почки. Вот эту ветку, конечно же, надо обязательно обрезать. Она почти параллельно стволу идет под очень острым углом. Итак, спустились сверху вниз немножко, и вот у нас очередные веточки. Начинаем избавляться от них, обрезав следующим образом. Сверху вниз и осуществляем свою обрезку. Видите, достаточно острый угол, поэтому обрежем вот эту ветку на кольцо. От этой веточки мы тоже будем избавляться, вырезав на кольцо. Обращаем внимание, вот в этом случае секатор лучше держать не вот так вот, как обычно, а переворачиваем. Видите, как аккуратно все произошло, когда мы перевернули секатор. Ну, эту веточку мы, в принципе, можем оставить и обрезать вот на этом уровне. Осталось у нас вот 2 веточки. Вот эту нижнюю мы оставим и обрежем ее следующим образом. А вот от этой мы избавимся совсем, потому что здесь рядом, видите, у нас еще ветка, и будут они мешаться, когда будет плодовое образование образовываться. Соответственно, на кольцо вырезаем. Это тоже можно вырезать на кольцо. Итак, какой вид у нас приняла яблоня после обрезки? Итак, на очереди очередная яблоня трехлетка. Формировка этой яблони идеальная наверху. Сейчас я вам покажу. Верхушечная почка не нарушена.
Так, приступаем к обрезке. Вот видите, две параллельные друг другу ветки, но одна явно лишняя. Нижнюю мы обрезаем на кольцо. Так, продолжаем дальше нашу обрезку. Так, ну вот эту ветку мы вырезаем на кольцо. Она нам не нужна. Отдельные ветки, конечно же, одну надо удалить. Вот эту мы оставим, верхнюю. То есть они у нас вот с этой веткой будут как для красоты. А вот эту удаляем на кольцо. Так, ну и эту обрезаем. Так, вот у нас веточка. Сейчас мы ее обрежем. Так, ну вот еще наверху одна веточка. Так, ну вот еще 4 маленькие веточки. Мы их обрежем на 2 почки. Яблоня после обрезки. Очередная клоновидная яблоня, посажена в прошлом году. По верхушечной почке вообще нет вопросов. Она целая и все нормально. Но есть ряд веток боковых, которые мы сейчас обрежем. Очередная яблоня, также посажена в прошлом году. Здесь немножко сверху у нас, ну вроде бы как бы верхушечная почка она идет, но она пошла сбоку немножко. Посмотрим центральная, как проснется. Если она пойдет, то буду вести ее. Нет, тогда буду опираться вот на эту. Еще одна клоновидная яблоня. В прошлом году была посажена. Верхушечная почка не нарушена. Здесь все у нас нормально. Ну, немножко боковые ветки надо нам подрезать. Ну и, конечно, места срезов мы обязательно смажем садовым варом. Итак, прошел час, и мы накладываем садовый вар на места срезов. Сразу нежелательно накладывать. Необходимо немножко обождать. Накладывается садовый вар только пальцем руки. Никакими шпателями, лопатками. Самое лучшее — это собственноручно пальцем руки.
Ну вот мы и завершили обрезку наших клоновидных яблонь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий, ну и подписывайтесь на мой канал. Вас ждет в 2020 году очень много интересного контента про клоновидные деревья. И не только. С уважением, ваш Ренат. Всего доброго и до новых встреч!